Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Чуть больше 3 месяцев назад вы все могли видеть, как я готовил свою дубовую бочку для заливки крепких дистиллятов и как заливал в нее виноградную чачу. В данной бочке виноградная чача выдерживалась в течение 3,5 месяцев. В бочке из ясеня ровно 4 месяца. Третий образец – это виноградная чача, залита в стеклянный бутыль, добавлена щепа дубовая из расчета грамм на литр. И так она выдерживалась в течение 3 недель. Потом щепа была извлечена из бутля, и чача просто содержалась в стеклянном бутле. Сейчас мы с вами сравним эти 3 образца и узнаем, у какого напитка лучше аромат и вкус. Друзья, для того, чтобы открыть деревянную бочку, которая закрыта деревянной пробкой, нам нужно взять молоток и легонько постучать по нашей пробке с 2 сторон. И расшатывая пробку в одну или потом в другую сторону, мы аккуратно извлекаем нашу пробочку из бочки. Ну, запах довольно неплохой. Друзья, а вот бочка из ясеня. Чачу и белый ром нужно выдерживать в бочке из ясеня. Ну, судя по запаху, это не зря пишут. В бочке из дуба, конечно, аромат присутствует, но не такой изысканный, как в бочке из ясеня. То есть тут аромат, конечно, просто бесподобный. Ну что, друзья, приступим к дегустации. Для начала я наберу чуть-чуть чачи с бочки из ясеня. Друзья, аромат просто шикарный. Просто шикарнейший. За 4 месяца наш напиток полностью преобразился. Винограда не слышно вообще. Слышно нотки чая. Аромат с нотками карамели, дюшеса. Ну, может быть, слегка ванильки. Но аромат просто шикарнейший. На цвет наш напиток бледно-соломенного цвета. То есть цвет фактически не изменился. Но аромат, конечно, просто шикарный. Так, возьмем экземпляр номер 2. Это дубовая бочка с выдержкой 3,5 месяца. Так. Друзья, ну в образце из дубовой бочки аромат тоже довольно неплохой, но чувствуется нотки дуба намного сильнее, то есть нотки дерева намного сильнее, аромат ванильки, даже слегка проскакивают нотки кофе.
но аромат совершенно другой, чем в бочке из ясеня. То есть лично мое мнение, в бочке из ясеня чача, конечно, намного ароматнее. В бочке из дуба аромат ближе, наверное, к коньячному. А в бочке из ясеня я даже не знаю, с чем сравнить. Аромат, конечно, шикарный. Ну, в бочке из дуба тоже довольно достойный результат. Цвет немножко темнее, чем в предыдущем экземпляре. Если сравнить два образца, то в дубовой бочке у нас чача закрасилась чуть-чуть сильнее. Так, и нам осталось взять образец с нашего стеклянного бутля. Ну и третий образец. Аромат ванили. Чуть сильнее аромат дуба. Но аромат, я вам скажу, он более резкий. То есть если в двух предыдущих образцах у нас аромат довольно нежный, то здесь просто резкий такой аромат и запах. Запах приятный, но резкий. В принципе, по цвету у нас, наверное, нечто среднее, даже ближе к первому образцу закрасилась наша чача с использованием дубовой щепы. Ну, аромат тоже довольно приятный. Так что, в принципе, можно использовать. Исходя из вышесказанного, нужно экспериментировать со сроками выдержки в каждом конкретном случае. То есть, если использовать дубовую щепу, нужно экспериментировать с количеством щепы на литр напитка, ну и, конечно, со сроками выдержки. Если с бочками, тут более-менее все понятно, в зависимости от размера, какой срок. То есть 5-6 литров бочка, это 3-4 месяца, не больше. То со щепой, конечно, вопросов и нюансов намного больше. Щепа быстрее отдает свои танины, быстрее закрашивает напиток, и поэтому с ней нужно быть очень и очень осторожным, чтобы не испортить наш, так сказать, вкусный напиток. Нет, тоже довольно достойный образец. Теперь, что касается крепости, остаточной крепости наших напитков после выдержки. Ну, в образце номер 3 крепость была 48 градусов. Ну, я вот опускаю спиртометр в образец из бутля. Осталось на данный момент 46. Но с учетом поправки на температуру, сейчас тут в помещении плюс 7, значит, я думаю, что крепость осталась на прежнем уровне. Ну, может быть, какой-нибудь градус и ушел, потому что я периодически открывал бутыль для проветривания чачи. Так, экземпляр номер 2, который выдерживался в дубовой бочке. У нас 42 градуса. Но с поправкой на температуру, я думаю, градуса 43-44 будет. То есть у нас 4 градуса за 3,5 месяца ушло. Ну и экземпляр номер 1. Это чача, виноградная чача из бочки, сделанной из ясеня. Друзья, у нас ровно 40 градусов.
То есть за 4 месяца у нас ушло где-то 6-7 градусов крепости. Ну и теперь, что касается вкуса каждого из 3 образцов. Чача из стеклянного бутля, настоянного на дубовой щепе. Приятная на вкус, с немножко резковатым вкусом. Чуть больше терпкости. Ну и, наверное, самый сильный и самый резкий запах и вкус дуба. Чача из дубовой бочки. Это, конечно, самый мягкий и приятный на вкус напиток. Вкус карамели, даже немножко конфет, как сказал мой личный дегустатор. И аромат дуба, ванили и даже чуть-чуть кофе. И чача, выдержанная в бочке из ясеня. Данная бочка дает напитку, конечно, изысканный аромат. Ну и вкус тоже довольно приятный, но чуть-чуть резче, чем в бочке из дуба. Так что выбирать вам, в бочке из какого материала настаивать и выдерживать наш напиток, или же использовать дубовую щепу. Ну и так как я уже сделал бочку из шелковицы, следующим этапом выдержки буду пробовать заливать крепкий дистиллят в бочку из шелковицы. И потом поделюсь с вами, какой напиток у меня получится. Так что, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!